Это все облака. Мы вчера сюда приехали, очень поздно было, темно, ничего не было видно. Проснулись вот с таким видом. Андрей еще, правда, спит. В этом выпуске вы увидите, как мы доехали до столицы Эквадора Кито, побывали у индейцев в джунглях, в парке с обезьянками и заехали на озеро в кратере вулкана. Наш путь по Эквадору мы решили составить с учетом ситуации по безопасности, так как криминогенная обстановка последние месяцы не очень, то нам рекомендовали избегать побережья, а использовать центральную и восточную часть страны. Как только пересекаешь границу, сразу заканчивается пустынное побережье, и ты попадаешь в сочно-зеленый тропический рай Эквадора. Нашли вот такое удивительное место в джунглях на берегу реки. Нас спустились переночевать. Здесь такая оборудованная культурная зона с кафешкой. Вот. Но никого нет, поэтому переночуем, поедем дальше. Стоимость написана $5 за двоих за ночь в автобусе. Мы приехали в частный заповедник, который был создан с целью защиты местной флоры и фауны. Здесь живут и проходят реабилитацию много видов обезьянок. Оля! 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 Что с тобой? Ты плачешь? Вот так грустно. О, боже мой. Пока, обезьянки. Забежали на рынок, купили разных овощей и фруктов. И вот такие два
2 штуки. Новых для нас вкуса. И такие 2 новых для нас вкуса. Вот эти ягоды похожи на малину и на ежевику. Но на вкус совсем другие. Что-то напоминает? Да, но мы что-то знакомое напоминает, но пока еще не разобрали, что. И вот эту вещь похожа на папайю, но совсем другой вкус, нам сказали. Поэтому сейчас будем пробовать, насколько вкусно. Неизвестно. Мы еще такое не пробовали. Это, ой, там что-то течет с него белое. А запах как? Кстати, пахнет яблоками нашими, типа. Яблоком? Да, прям Антоновкой. Ну, слышишь? не совсем, но что-то есть. Сейчас будем пробовать. Давай, я пока воздержусь, а Оля у нас первая экстремалка. Давай. Да, я тебе скажу, вкус похож на яблочный. На яблочный вкус? Угу. Ну, сейчас я попробую. Вы прибыли в пункт назначения Индейцы. По рекомендации наших новых знакомых путешественников из Франции, мы решили заехать в племя аборигенов и индейцев Кечуа, чтобы окунуться в культуру и быт древнего народа, проведя с ними несколько дней. Нас встретил младший сын вождя племени и ознакомил с их владениями. А затем в хижине за распитием традиционного напитка гуаяса нам рассказали, как мы проведем завтрашний день. Первый пункт – подъем в 5 утра. Утром все члены семьи собираются в хижине у костра, заваривается гуаяса, и вождь на языке кечуа начинает рассказывать истории и легенды о жизни своего народа. Андрей присоединился где-то через час. Кечуа – индийский народ, проживающий в Южной Америке. Это Перу, Боливия, Эквадор, Аргентина, Колумбия, Чили. Является наследником культурной традиции государства инков. Сейчас в Эквадоре на кечуа разговаривает около 2 миллионов человек. На утренней церемонии вождь присвоил нам имена на время пребывания в племени. Андрею Сикуанга, что означает тукан, а мне Чали Уарми, женщина, которая лечит растениями. А дальше нас развлекать пришел средний сын, который стал мамом для маленькой обезьянки, оставшейся сиротой. Hablar en español. Pues, nariz. Пробует табак, его нужно выжать сок из него и потом дышать этим соком. Очень помогает при синусите. Сейчас Оля будет делать эту процедуру. Все. Я, пожалуй, пропущу. Вон, манка возьми. Такой. Такой красивый маленький. Все, был горный, нас позвали на завтрак после церемонии утренней. Идем завтракать. У меня даже голос изменился после процедуры. Вот нам что принесли на завтрак. Это кукурузка и бананчики жареные. Это племя может провести для вас церемонию айаваски. Для этого необходимо подготовиться. Перед церемонией нужно соблюдать строгую диету, чтобы организм был чист. Андрея подготовили для похода. Для церемонии айаваска. Готовится новый напиток. Это производится каждый день. Сейчас туда засыплют листья. Но мы собираемся идти в джунгли. У нас сейчас будет поход и ознакомление с животными, растительным миром. Мы теперь подготовились к походу в джунгли.
Правда, в конце нам сказали, что эти рисунки будут держаться не менее 2 недель на лице. Мы останемся, походу, в этом племени надолго. Вот, я уже тоже подготовился. Это медицина para COVID. Para COVID. Вот так мы идем в джунгли. Мы оделись, нас сделали защиту, а он идет. Сапоги выдали. А он идет без ничего, потому что в джунгли они даже ходить с природой наедине, в том, в чем мать родила, так сказать. Вот. Поэтому вот так мы идем. Ayahuasca. This ayahuasca. Baby. Во время похода в джунгли мы узнали о растениях, которые используют индейцы в своей медицине и кулинарии. Многие думают, что в джунглях за каждым деревом тебя ждет опасность в виде ядовитых насекомых, растений, хищных зверей. На самом деле джунгли не опаснее нашего леса. А чтобы найти какую-то живность, нужно сильно постараться и заплыть вглубь Амазонии. Откликаются птицы. Para collar. Bo. Давай корзину. Давай. Para nuestra vestimenta. Наш друг, который охраняет. Да, в прошлый раз он нам рассказал, что у него было 3 собаки. И одна, да, вернулась только 2 из джунглей, а одна так и пропала с концами. Никто не знает, кто ее съел. Может, я говорю. Para Корона. es muy ácido. Такой запах интересный. Да, отличается. Ой, кислый. Очень кислый. Очень кислый, но ароматный. Собираем листики гуаюса для чая, для утренних церемоний. Мы же собрали. А на обед у нас был рис с жареным бананом, чечевицей и свекольным салатом с тунцом. У нас после обеда была пауза, час. И теперь мы готовы идти дальше снова в джунгли. В этот раз идем на реку кататься на каноэ. Наш второй выход в джунгли мы делаем с вождем. Идем на реку и садимся в каноэ. Сейчас мы поплывем на этой Настоящие каноэ, каноэ. выдолбленные из деревьев. Цельные. Видали? Y ahí, ese es hablador. Очень страшно. Он сказал, что это дом анаконды, и она здесь плавает. Ее длина 10 метров. Ну, конечно, стрёмно плавать на этой каноэ, оно очень нестабильное. У нас, не дай бог, мы перевернемся. Так что ищем анаконду. Она, говорит, живет в этих прибрежных мангровых деревьях. Не, здесь не глубоко, а здесь уже глубоко, да, он уже все уже гребет. Да. Ну что я скажу? Если уж суждено повстречаться с анакондой,
или с крокодилом, то это будет здесь. А вон там, как, кстати, кто-то очень сильно нырнул. Нас так очень сильно качает. Кто там? Ищем анаконду. 10 метров. Надо же. О, вот похоже на нее, но это прыгнуло. Вот уже дно видно. Hay mucho pescado, hay суксы. Вождь рассказывает, что раньше здесь было очень много рыбы водилось. И водилось много анаконд. Но сейчас времена изменились. Много разных мусора появилось в воде. И поэтому рыба исчезла, и анаконды ушли. Еще одна-две водятся в лагуне, где мы плавали. Но они появляются редко, в основном ночью. Мы вернулись. Классное путешествие было по джунглям. Анаконду, к сожалению, конечно же, не встретили. Надо плыть ночью. Ночной тур у нас тоже будет, но только пеший по джунглям. Вот. Ну, счастливо, что выжила в этих испытаниях. Мы не только спустились по этой реке с порогами, но еще и поднялись по ней также против течения за счет наших гостеприимных хозяев. Мы пришли на стрельбище. Сейчас будем стрелять по черепам. Вот он на палку надел. Андрей готовься. Выхожу на позицию, разминаю. Раз, два, три. Ya, aquí hermano, así. Капец. Sí. Oh, escapó. Bueno. Зараженные стрелы. Вау! Ура! Ahí sí que ya le matamos. Ура! Вот A это ver si да! vamos a comer, a ver si comemos. Попал Андрей. Два попадания Muy bien, в muy цель. 2 из 2. Вперед. Сейчас будем стрелять. bien. A ver, yo. Después de. Eso, Я уже почти Андрей профессионал уже стал. попадаю уже почти Попадает с первого каждой раза. попытки. Вот видите, 3 выстрела, 3 попадания. Все стрелки. Постепенно наступает вечер. И мы усаживаемся в уютной избушке за рукоделием. Оля сейчас будет плести браслеты, кулоны делать. Все это вот различный материал. Все натуральное. Да, все из натуральных растений. Косточки, вот эти нити. Все из джунглей. Итак, Оля сделала себе браслет на память об этих днях. After hours, after love,
ночных джунглях. А на ночной прогулке в джунглях мы поприветствовали паука с лягушкой. А затем у нас сломался фонарик, и мы на ощупь и по звездам искали путь домой. А закончился наш день песнями у костра. Buenas tardes. Целый город конфетный. Все зазывают. Ну, я куплю. ¿De mandarina, no? Sí, es esta de acá, a $1. $1, это вот такая. Sí, es la misma. На мандаринах. Esta. Это другая упаковка. ¿Algo más tal vez? А в этом городе, кроме самодельных конфет, ничего другого не продают, за исключением местного традиционного блюда жареных морских свинок. Друзья, мы добрались до бывшего вулкана. Когда-то здесь была высокая вершина, но потом взорвалась и появился вот такое озеро, кальдера. Большое, красивое, вообще супер. Да, вообще посмотрите, как это все выглядит. Вау! Просто нереально. Еще облака сползают с краев. На нем можно прокатиться на катере, каноэ, лодочки, спуститься вниз и пройти по краю, по самому краю, вокруг, примерно за часа полтора, наверное. Но высота 4000, тяжеловато. Да, мы, конечно, не пойдем, потому что находимся на высоте почти 4000. Вот, мы тут полюбуемся. Вот, думаю, этого будет достаточно. И поедем в Кито. Здесь такая туристическая деревушка. Домики, магазинчики, ресторанчиков много. Короче, все для туристов. Приехали мы в понедельник, чтобы поменьше народу было, поменьше слышать возгласов «Вау!». Ну вот, поэтому сейчас посмотрим в тишине. Друзья, по краю вулкана наверху находится несколько кафешек, и с них открывается вот такой обзорный вид. Мы, конечно, зашли, взяли парочку чашек кофе, капучино, вот, чтобы насладиться этой панорамой. Сейчас хорошо, народу очень мало, все как мы любим.
А сюда мы заехали, чтобы поменять амортизатор. Но передумали после того, как услышали цену. Друзья, мы добрались до столицы Эквадора Кито и расположились в уютном и прекрасном месте прямо над всем городом. Вокруг нас вулканы, которые, в принципе, не так сильно видно. Посмотрите, какая панорама. Нам повезло, сегодня виден вулкан, вот посередине, который особенно заснеженный. А мы расположились вот на таком прямо обрыве с видом на город, на часть города. Это один из районов. А чтобы добраться до центра, нужно ехать на Убере. Вот так мы расположились. Вокруг нас такие же путешественники. Это небольшой кемпинг-плац, который находится, в принципе, 10 минут от центра. Сейчас передохнем и поедем в город. Нам нужно найти, где меняют масло и ремонт. Нам уже подсказали, дали адрес. Туда мы заглянем, посмотрим, сколько объявят за замену масла. Как вы видите, не каждый автодом может легко въехать на территорию кемпинга. Оля занимается хозяйством, прибирается. Мы здесь останемся дня на 2-3 и поедем потом дальше. Вчера заскочили на базар и купили вот этот удивительный фрукт. Но немножко переборщили, сильно большой взяли. Весит более 2,5 килограмм, но должен быть очень вкусным и полезным. Очень много оксидантов. Пробуем его съесть, но не получается, очень огромный. Он, когда разрезаешь, он так вот развалился, как половичок. Кисловатый, но очень полезный, поэтому будем есть до упора. Ну что, мы научились его есть. Делается очень просто. Выдергивается вот такие вот лепесточки. То есть, в принципе, так берешь и выдергиваешь вот такой с косточкой. Сегмент.